Человеческий мозг – пожалуй, самый загадочный и самый до конца не изученный человеческий орган, и вместе с этим самый важный. Все наши желания, действия, страхи и даже удовольствия, происходящие в нашем организме, так или иначе регулируются именно этим органом. Но такой ли в действительности важный этот мозг, как говорит нам наука? А может быть, он человеку вовсе не нужен? Может быть, жизнь без него станет намного легче? В этом видео вы увидите удивительные истории людей, которые по разным причинам остались без большей части данного органа и продолжают жить обычной жизнью. Привет, друзья! Вы на канале Денджем. Во Франции один мужчина решил сходить в клинику. Он жаловался на слабость в правой ноге. Врачи решили сделать полное обследование, в том числе и томограмму мозга, тем более, что пациент никогда ее не делал. Каким же было удивление врачей, когда они взглянули на результат МРТ. Череп мужчины попросту оказался пустым. Оставался только очень тонкий слой с мозговым веществом, а внутренняя часть отсутствовала. После детального изучения этого случая ученые пришли к выводу, что мозг постепенно исчезал на протяжении 30 лет по мере накопления жидкости. Такое заболевание называется гидроцефалия или в обиходе водянка головного мозга. Тем не менее, даже несмотря на такой диагноз, мужчину не признали невменяемым или умственно отсталым. Его IQ составляет около 70 баллов, но это не помешало ему работать госслужащим, жениться и даже завести 2 детей. И если бы не больная нога, он бы так и не узнал, что мозга-то у него и нет. Американец Финиас Кейдж получил тяжелые ранения головного мозга во время прокладки железной дороги в 1848 году. На пути у строителей была горная порода. Решено было расчистить место с помощью динамита, но из-за несоблюдения правил безопасности при взрыве металлический прут диаметром 3,5 см вошел в череп мужчины ниже левой глазницы. Из-за этого он лишился лобной доли левого полушария головного мозга. Несмотря на такое страшное ранение, Финиас Кейдж пришел в сознание спустя несколько минут, а через пару месяцев вернулся к своему обычному образу жизни. Однако травма не прошла бесследно. Мужчина стал эмоционально неуравновешенным, личные и социальные качества изменились. Все его друзья и знакомые говорили, что он стал совсем другим человеком, очень импульсивным и неуравновешенным. Так Финиас Кейдж прожил еще 12 лет. Лобная кора отвечает за принятие решений и самоконтроль. Именно это мужчина и потерял после травмы. Карлос Родригес лишился половины мозга в результате автомобильной аварии, в которой виноват был он сам. Карлос сел за руль в состоянии наркотического опьянения. Парень был большим любителем покурить травку. На тот момент Карлосу было всего 14 лет. Подросток украл машину и решил на ней покататься. Врачи спасли Карлосу жизнь, но он лишился в буквальном смысле половины головы. Карлос говорит, что вынес из этой ситуации урок, что нельзя садиться за руль, будучи нетрезвым. Но если не учитывать внешнюю составляющую, то на жизнь Карлоса данная травма никак не повлияла. Он также любит курить запрещенные вещества и регулярно попадает в полицейский участок за мелкие правонарушения и не особо переживает по поводу своего внешнего вида. В 1987 году американский подросток Ахат Исрафил подрабатывал в оружейном магазине. Однажды его начальник нечаянно ударил прикладом заряженного ружья об пол. В результате этого произошел выстрел. Пуля попала мальчику в правую часть головы. Правая часть головного мозга настолько сильно пострадала, что врачам пришлось ее полностью удалить. После этого Ахат стал перемещаться в инвалидном кресле. По словам врачей, его психика никак не пострадала. Он может разговаривать с собеседником, как обычный нормальный человек. Причем вот что странно, до трагедии Ахат не любил читать, а после происшествия его просто невозможно оторвать от книг. Он читает все подряд. Ахат успешно окончил школу и часто появляется на различных телевизионных шоу, где рассказывает свою невероятную историю. У меня все, друзья. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить много новых и интересных историй. Пока!